Сочная, ароматная морковка по-корейски. Просто невозможно оторваться. Как ее готовить, существует много рецептов, но я расскажу об особенностях приготовления морковки, благодаря которым она всегда будет хрустящей и невероятно вкусной. Стоит ли говорить о том, что прежде всего морковку нужно почистить? Но, по-моему, и так все понятно. Используйте ту терку, которая у вас есть. Я предпочитаю терочку с такими более мелкими зубьями. Конечно, когда терка такая маленькая, как у меня, то придется немного повозиться, но оно того стоит. Лучше, конечно, использовать такую терку, где вот эти зубья, лезвия, они впаяны в общую конструкцию. А пластмассовые терки со съемными лезвиями не совсем надежные, как по мне. У меня была такая одна, и она сломалась. А теперь важный момент. Самое главное отличие этого рецепта в том, что морковка, нашинкованная на терке, засаливается за сутки до заправки. При этом морковку не нужно мять, а лишь деликатно перемешать. Кстати, раньше готовили это блюдо из желтой моркови, она более жесткая, и возможно именно поэтому приходилось ее сжать, выдавливать из нее сок, но с этой морковкой так поступать не нужно. Морковку утрамбовывать не нужно, просто накрыть крышкой и отправить в холодильник. На следующий день нужно выложить морковку в дуршлаг, либо же на сито и дать лишнему соку стечь. Когда жидкость стекла, перекладываю обратно морковку в миску. Теперь нужно попробовать морковку на соль и на сладость. Если морковка недостаточно соленая, добавьте немного соли. Если недостаточно сладкая, добавьте 1 столовую ложку сахара. И сразу же на этом этапе добавляю уксус. У меня 6% яблочный. Потом тщательно все перемешиваю. Теперь нужно оставить морковку в покое и начать готовить луковое масло. Беру сотейник с толстым дном, выливаю туда масло растительное, отправляю репчатый лук, нарезанный полукольцами, можно кольцами, и обжариваю лук до такого умеренного коричневого оттенка. Огонь при этом должен быть средним, пусть лук прожаривается постепенно. Обжариваю лук до вот такого цвета. Лук снимаю с огня, но не оставляю в этом сотейнике, потому что он будет продолжать готовиться и дальше. Переливаю в другую миску и, кстати, добавляю на этом этапе острый перец. У меня тут немного свежего перца и где-то четверть чайной ложки сухого измельченного. Теперь нужно дать маслу немного настояться, чтобы оно впитало все ароматы лука и перца, и только после этого процедить через сито. Когда масло настаивается, можно по-быстренькому нарубить мелко чесночок. Выкладываю его сверху морковки, также добавляю молотый кориандр. Можно добавить еще черный перец, если любите, но я не добавляла. Теперь сверху нужно налить луковое масло. Когда оно настаивалось, оно подостыло, поэтому стоит его немного прогреть до горячего состояния, но не кипятить, оно не должно быть кипящим. Теперь дело за малым. Осталось все тщательно перемешать и уложить морковку в плотный контейнер и убрать настояться на час-два в холодильник. Если нет контейнера, используйте ту миску, в которой вы готовили морковку, либо же используйте обычную 3-литровую банку. И уже через пару часов можно будет наслаждаться вкуснейшей морковкой. И это все благодаря тому, что морковь была засолена заранее. Я оставляю морковку в той же миске, в которой готовила, накрываю ее тарелкой и обязательно в несколько слоев пищевой пленкой закрываю сверху. Но пищевая пленка совсем не спасла в этом случае. В холодильнике царил приятный такой чесночный аромат. У меня постояла морковка больше, чем 2 часа, и я ее потом переложила в вот такую удобную банку. Кстати, на следующий день морковка будет еще вкуснее. Как же мне нравится ее вкус! Это просто что-то невероятное! Если вам было полезно это видео, то поддержите его лайком, а в комментариях пишите свои секретики приготовления моркови по-корейски. И не забудьте подписаться на мой канал, будем готовить вместе!